Моня, а вы когда-нибудь говорили даме о ее недостатках? Таки да, говорил Саре. Не верите? Посмотрите, вот шрам на голове. Нет, с моим мужем совершенно таки невозможно жить. Так разведись, Фирочка. Конечно, он испортил мне жизнь, а я должна после этого всего его осчастливить? Сарочка, ты говоришь со мной как с идиотом. Замочка, я говорю с тобой так, чтобы ты мог меня понять. Семен Наумович, вот вы профессор, умный и образованный человек. Вы мне скажите, правда, что минута смеха продлевает жизнь на 5 минут? Ну, это смотря над кем смеетесь. Если над женой, то можете сократить. Сарочка, может, откажемся от домашнего телефона? Мы им почти не пользуемся. Фима, это ты не пользуешься, ты целый день на работе. А я звоню с домашнего на свой мобильный. Зачем, Сарочка? Зама, ну не делай из себя идиота, чтобы узнать, где он лежит. Мойша, я сегодня имел ужасный сон. Прямо кошмар. Ты представляешь, за меня дрались Софи Лорен и моя Роза. Ну, и где же кошмар? Роза таки победила. Вы слышали, от Рабиновича сбежала жена. И как он? Ну, теперь он более или менее успокоился, а вначале был просто вне себя от радости. Роза, ты представляешь, позавчера муж застукал, как я брила ноги его бритвой. Ой, Сарочка, да ты шо? И шо? Да заставил купить ему новую бритву. И шо, купила новую? Конечно, купила. Но я тебе больше скажу, таки новая бреет еще лучше. Если послушаешь одесских женщин, у всех гениальные дети от мужей-идиотов. Генетический парадокс. Почему в Одессе, если умница и красавица, то вся в мать? А если весь в отца, то обязательно засранец. Скажите, Рабинович, вот у вас было много жен, а была среди них хоть одна добрая и покладистая? Вы знаете, Яша, первое время они таки все были добрыми и покладистыми. Но затем природа брала свое. Мойша, скажите, вы с вашей Басей счастливы? А куда мне деваться? Сара, я тебя умоляю, давай разведемся. Моняша, даже и не думай за варианты. Вдовою взял, вдовой и оставишь. Представляешь, Сара дала в газету объявление. Зрелая темпераментная женщина готова внести тепло и свет в твою жизнь. И много предложений. На данный момент только одно. А то Обленерго. Из разговора двух одесситок. Ой, Сарочка, мой Изя такой ранимый. Ну рассказывай, Роза, рассказывай. Когда я говорю ему, что мы навеки будем вместе, он начинает плакать. Мона, обрати внимание, наш сосед каждое утро, уходя на работу, целует свою жену. А ты почему так не делаешь? Розочка, ну я ее даже не знаю. Больше всего Розочку раздражало то, что после нескольких дней у своей мамы, возвращаясь домой, она видела своего мужа не уставшим от тяжелой работы, а помолодевшим, посвежевшим и, самое страшное, отдохнувшим. Разговор двух одесситов. Самуил Яковлевич восхищен вашими чувствами.
Вы уже 20 лет женаты и до сих пор на прогулке держитесь за руки с супругой. Ой, Яшенька, если я отпущу Сарочку, она обязательно что-нибудь купит. Супруги лежат в кровати и смотрят фильм. После откровенной эротической сцены Моня спрашивает жену. Розочка, а почему ты так не делаешь? Моня, ты что? Знаешь, сколько она за это получает? Сарочка, твой Абраша тебе по дому помогает? Мой Абраша из категории таких людей, которые приносят наибольшую пользу, когда ничего не делают. Соломон Маркович, я слышал ночью лай. Вы что, собаку завели? Так и нет. С ней очень много возни. Когда ночью слышны подозрительные звуки, мы с Сарочкой лаем сами. Рыва, ты погладила мне рубашку? Конечно, радость моя. А пинжак? Да кто ж если не я? А бруки? Обязательно, Нюмочка. Ой, Рывочка, зачем ты меня обманываешь? У меня в боковом кармане $100 как лежали, так и лежат. Сара вышла из ванной в одном халате. Вдруг зазвенел дверной звонок. Сара открывает входную дверь и видит соседа Сему. Тот окинул взглядом Сару и говорит: Сара, хочешь заработать $20? Да, хочу. Сема говорит: раскрой халат. Сара думает, почему нет, и распахивает халат. Сема дает ей $20 и уходит. В это время муж Яша кричит из другой комнаты: Сара, кто это был? Это Сема, сосед. Яша: он что, принес те $20, которые занял у меня на прошлой неделе? У Абрама звонит телефон. Дорогой, ты меня любишь? Розочка, что с машиной? Алло, Розочка, дорогая, я вот сейчас спорю с Мойшей. Можно я скажу ему, что я не подкаблучник? Цепирович ведет машину. Жена ему подсказывает: быстрее. Теща ее перебивает: медленнее. Так продолжается всю дорогу. В конце концов Цепирович теряет терпение. Слушай, Розочка, я не пойму, кто ведет машину? Ты или твоя мама? Одесский оперный театр. Во время репетиции к режиссеру подходит секретарь. Соломон Маркович, ваша жена просит вас подойти к телефону. Она просит? Боренька, вы что-то напутали. Это не моя жена. Сара говорит мужу: Маша, я читала, что на каком-то далеком острове можно купить жену за $100. Ну надо же, везде одно и то же. Кругом одни спекулянты. Одесса, 6 часов утра. На балкон выходит Роза и видит, что соседка сидит и плачет. Циля, что случилось? Моня вчера пришел вечером пьяный, наорал на меня, наорал на детей и сказал, что пошел к шлюхам. У тебя его нет? Глубокой ночью Софа будет Мойшу. Он спрашивает: что случилось, Софочка? Ничего не случилось. Просто я не могу понять, как можно спокойно спать, получая такую маленькую зарплату. Супружеская пара гуляет по парку. Муж постоянно оглядывается на девушек, чуть слюна изо рта не капает. Супруга долго терпит, а потом говорит: нагуливай аппетит, дорогой, нагуливай. Кушать все равно дома будешь. Соня, вот идет женщина, которую любит Рабинович. Соня, роняя тарелку, спотыкаясь о порог, бросается к окну. Где? Да вон на углу в синем платье. Идиот, это же его жена. А я что сказал?
Жена спрашивает мужа. Сома, а почему каждый раз, когда я начинаю петь, ты уходишь из дома? Да я просто не хочу, чтобы соседи думали, что я тебя режу. Роза спрашивает у мужа. Боренька, ты мне зарплату собираешься отдавать? Не сегодня, Розочка. Сегодня у меня голова болит. Серое промозглое утро. Одесский дворик. Моня выходит во двор и направляется в сторону улицы. Из окна второго этажа на весь двор убедительно имеет сказать его жена. Боренька, ты на привоз? Да, Сарочка, а шо? Купи мне там бюстгальтер. Зачем, Сарочка, у тебя же там ничего нет. Ну я же тебе трусы покупала. Софа долго кричала на мужа и уже хотела успокоиться, но тут он имел неосторожность вымолвить. «Успокойся, Софочка!» Затевая ссору с женой, помните, что через 15 минут вам надоест ругаться, а ей нет. До свадьбы Самуил Яковлевич называл свою Софочку птичкой, мышкой, кошечкой. Но с каждым годом совместной жизни животные становились все крупнее. Доктор биологических наук профессор Исаак Лазаревич Шниферсон открыл секрет счастливой семейной жизни. Как утверждает ученый, для этого жена должна быть жаворонком, а муж совой. При таком сочетании жена не видит, каким муж приходит домой, а муж не видит, какой она просыпается утром. Мойша старательно пытался напоить супругу, но не для того, чтобы затащить ее в постель. Он хотел спокойно поиграть на компьютере. Увидев пост жены «Я в прекрасном возрасте и могу, и хочу, и знаю как», Яша больше не ходил на рыбалку. «Розочка, у нас отключили интернет?» — спросил Мойша. «Я чую запах котлет». Семен Маркович рассказывает о своей семейной жизни. Боренька, вы не поверите, но я вот уже 15 лет как женат. Вначале я так обнимал и целовал свою Розочку, что она боялась, как бы я ее не задушил. А теперь, Семен Маркович, теперь она боится еще больше. У семьи Рабиновичей полная гармония, потому что они правильно распределили обязанности. Мойша выносит мусор, а Софочка выносит мозг. Цепирович, вы счастливы в своей семейной жизни? О да, мы с Сарочкой так крепко любим друг друга, что уже 3 раза откладывали развод. Жена пилит мужа. Яша, ну так и зачем ты купил новую расческу? Тебе что, уже деньги некуда девать? Соня, рыба моя, я тебя умоляю, у старой расчески поломался зуб. И ты из одного зуба купил себе новую расческу? Соня, ну таки ведь это был последний зуб. На автобусной остановке сидит женщина и увлеченно рассказывает окружающим. Мы с мужем только что из супермаркета. По акции взяли крупы, сахар, картошку, мясо. Вообще, по акции покупать очень удобно. И деньги экономишь, и время. Мы так берем продукты, средства личной гигиены, косметику, бытовую химию. Видите, на мне эта блузка. Тоже по акции взяла. И еще мужу мокасины. Собравшиеся дружно поворачивают головы в сторону молча сидящего мужа ораторствующей женщины. Одна из женщин завистливо замечает. Хороший у вас муж.
спокойный и молчаливый. Где вы такого взяли? Муж поднимает голову и грустно произносит: По акции. Цилечка, дорогая, я сегодня всю ночь плохо спал. Нет, ну вы слышали, спит он тоже плохо. Сёма, а что ты вообще таки можешь делать хорошо? После очередной ссоры Роза Львовна грозно сказала: Сёма, собирай свои вещи и катись отсюда к Бениной матери. Семен Маркович схватил, что попалось под руку, и выскользнул за дверь. И уже с балкона Роза Львовна продолжает: И чтоб ты всю жизнь мучился. Роза, я тебя не понимаю. То ты гонишь, то опять хочешь, чтоб я вернулся. Сын спрашивает у отца: Папа, а зачем ты женился на маме? Моня поворачивается к жене и говорит: Софа, ну ты это слышишь? Даже ребенок удивляется. Пожилого еврея спрашивают: можно ли сравнить супружескую жизнь с лотереей? Увы, но нет. С чувством отчаяния и безысходности отвечает тот: в лотерее есть хоть какой-то шанс. Софа спрашивает мужа: Абраша, дорогой, а если бы я была слепой, ты бы меня любил? Ну, конечно, Софочка. После небольшой паузы Софа продолжает: а если бы я была хромой, ты бы меня любил? Да, Софочка. А если бы я была немой, ты бы меня любил? Ой, Софочка, я бы тогда, наверное, просто с ума сошел от любви. Абрам с женой сидят в ресторане. Неожиданно к нему подходит очаровательная барышня, чмокает его в щеку и уходит, ничего не сказав. Жена, чуть не захлебнувшись, в недоумении спрашивает: кто это такая? Отстань, Софа, это не важно. Я сейчас думаю о том, как я буду объяснять ей, кто ты такая. Сидят Боря с женой в кафе, обедают. Жена случайно проливает на себя томатный соус и визжит: боже мой, какой ужас! Я выгляжу как свинья! Муж: это точно, Розочка. Еще и томатным соусом перемазалась. Моня, я сварила суп, иди ешь. Сарочка, а из чего? Ой, боже мой. Он еще спрашивает, из чего. Таки из последних моих сил. Абрам говорит жене: Сарочка, а где торт из холодильника? Та я кусочек съела. А остальное где? Та я не резала. Одесский дворик. Два пожилых еврея сидят на скамейке. Ты знаешь, Боря, я стал импотентом. Моня, да ты шо? Ну и как? Ой, ну шо тебе сказать, Боренька? Как гора с плеч. Одесский дворик. Одна соседка спрашивает у другой: Бела Моисеевна, а шо это вы уже третий день не ругаетесь с мужем? Так и поссорились. Сарочка, вы таки в 8-й раз вернулись к своему мужу. Ну а что я могу сделать? Как только я от него ухожу, так тут же у этого идиота появляются деньги. Сара, а что это твой Иза так суетится? А, он таки сказал, что уходит от меня, что нашел себе другую в соцсетях. А ты что? Так он таки еще не знает за сюрприз, что та другая тоже я. Жена говорит мужу: Моня, ты видишь, что я у тебя как Золушка? Стираю, убираю, готовлю. Ну я же тебе говорил, Сарочка, выйдешь за меня, жить будешь как в сказке. Софа говорит своему мужу: я была дурой, выйдя за тебя замуж. Да, Софочка, теперь это очевидно. Но тогда я был так увлечен тобой, что этого и не заметил.
Сара говорит своему мужу. Моня, нам нужно купить шторы в ванную. Зачем, Сарочка? Ну как это зачем? Напротив общежития. Молодые парни могут подсматривать. Сарочка, зачем эти лишние расходы? Они тебя раз увидят и шторы купят сами. Интеллигентная одесская семья. Вечер. Жена 3-й час играет на виолончели. Муж, отрываясь от журнала. Ну, Лилечка, перестань. Ну, купим мы тебе эти итальянские сапоги. Слушайте, Рабинович, почему вы вчера так кричали на свою жену? Она не хотела говорить, куда потратила деньги. Ну хорошо, а почему вы так кричали сегодня? А вот сегодня она мне это сказала. Послушай, Иза, ты уже взрослый самостоятельный человек. Тебе 30 лет. За тебя уже таки давно все должна решать твоя жена, а не мама. Рабинович, вчера в оперном театре я видел вашу жену. Она так кашляла, что все на нее оглядывались. У нее что, хронический бронхит? Нет, у моей Сарочки новое платье. Целый час Рабинович роется в карманах и говорит жене. Не могу найти свой бумажник. А в брюках ты смотрел? Да. А в плаще? Смотрел. А во внутренних карманах? Нет. Почему? Если и там нет, у меня будет инфаркт. Хаим пришел к раввину. Ребе, я имею вам кое-что спросить. У меня есть желание жить вечно. Что вы посоветуете? Женитесь, молодой человек. Вы сейчас шутите. И что, тогда я буду жить вечно? С большой долей вероятности полагаю, что нет. Но желание со временем пройдет. Молодой муж спрашивает раввина. Ребе, как это может быть? Мы женаты только 3 месяца, а Циля уже рожать собралась. Молодой человек, сколько вы живете со своей женой? 3 месяца. А она с вами? Тоже 3 месяца. А оба вместе? 3 месяца. 3 плюс 3 плюс 3 сколько будет? 9? Да. Так что вы мне морочите голову? Роза пришла к Соне в гости. Соня испекла кексов, заварила чаю. После чая Соня собрала крошки и высыпала их на подоконник, куда сразу прилетели с десяток голубей. Роза спрашивает. Соня, ты что, любишь голубей? Розочка, ты шутишь? Да я их ненавижу. Так и на что ты их кормишь? А представь себе, как они обгадят Шнейрсоном спутниковую антенну. Моня приходит домой и видит, что жена смотрит по телевизору передачу про путешествия. Увидев мужа, Софа сразу спрашивает. Монечка, а ты знаешь, почему в Индии самые крепкие браки? Да потому что на свадьбу мужу дарят ружье, а женщине рисуют на лбу красную точку. Моня, по телевизору показывали, что в Африке есть племена, где мужья продают надоевших им жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? Шо ты, Софочка, я бы тебе подарил. Сара говорит мужу. Боря, если ты и дальше будешь так ужасно себя вести, то я пойду на курсы «Как стать стервой». Сарочка, ты будешь там преподавать? Сарочка, а почему вы своего мужа называете Адик? Его же зовут Сёма. Ну не могу же я его при людях называть адиотом. Сарочка, я решил, что больше никогда не буду с тобой ругаться. Нет, вы посмотрите на него, он решил. А у меня ты спросил? Муж с женой побывали на званом ужине. Вечером жена вычитывает. Моня, я понимаю, что мы были в гостях.
Ну разве ж можно столько есть? Как с голодного края. Одно блюдо заказал, второе, пятое, десятое. Что тебе подумают люди? Тебе не стыдно? А я говорил, что это для тебя, Розочка. Жена обращается к мужу. Жора, а мной овладела тяга к переменным местам. Ой, Сара, как ты интересно назвала свое шило в заднице. В трамвае Сара говорит мужу на ухо, но так, чтобы все слышали. Иза, ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь. Рядом стояла женщина. Я извиняюсь, вы мужа ругаете или рекламируете? Сара встала на весы. Муж заглядывает на шкалу и замирает. Она ему спокойно говорит. Яша, ну а как ты думал? Так и люди с золотым сердцем, железным здоровьем и стальными нервами легкими не бывают. Яков Моисеевич, что это у вас за бланш под глазом? Да представляете, Сёма, вчера сидели всей кафедрой филологии в ресторане. Спокойно отдыхали. Все интеллигентные люди. И тут пришел муж Софьи Львовны, бывший военный, и влез в разговор. Говорит, был у меня один хрен в роте. Я, конечно, поправил. Не в роте, говорю, а во рту. На 9 месяце беременности Софа попросила мужа накрасить ногти на ногах. Мой еще долго бурчал, отнекивался, мол, не мужское это дело. Софа обиделась и ушла в ванную. Выходит и видит картину. Мойша сидит, красит себе ногти и бубнит. И чего вам беременным только в голову не взбредет? Кухня коммунальной квартиры. Соседки разговаривают. Софа, зачем вы ударили мужа сковородкой по голове? Ой, Роза, я вас умоляю. Ну как будто для этого нужны причины. Из разговора двух приятелей. Моня, а вот ты мне скажи, только честно, если бы тебе предложили выбрать между твоей женой и супермоделью, кого из супермоделей ты бы выбрал? Сара обращается к мужу, читающему газету. Моня, перестань наконец дакать. Я уже 10 минут как молчу. Встречаются два приятеля. А я вчера свою жену водил на Отелло. Шо, культурная программа? Нет, предупреждение. Одесский дворик. Семен Маркович с неподдельным участием интересуется у соседа. Боренька, говорят, что твоя Роза опасно больна. Нет, Семен Маркович, не опасно. Так, немножечко приболела. Опасна она тогда, когда здорова. Мойша, ты представляешь? Сегодня меня на базаре уличной девкой обозвали. Сарочка, скажи мне, зачем ты ходишь туда, где тебя все знают? Муж жене. Сарочка, ты все еще на диете? На диете, Моня, на диете. А что такое? Ты же обещала после 6 не есть. Так скажи мне, что ты делаешь у холодильника? Моня, я ничего не ем. Я делаю в холодильнике перестановку. Циля, а что у нас сегодня на обед? Картошка в депрессии. Шо? Ну, пюре. Вроде картошка, как картошка, но такая подавленная. Лежа в постели, Сёма спрашивает у своей жены. Сарочка, а вот что ты будешь делать, если увидишь, как я целуюсь с другой женщиной? Сёма, ну я же твоя жена. Конечно, буду тебя навещать в травматологии. Сёма с женой лежат в постели.
Сема начинает рукой гладить ее плечи, затем ощупывать грудь. Сара начинает томно вздыхать. Рукомойша спускается ниже. Он вводит рукой по ее животу, проходит линию бедра и убирает руку. Сара в недоумении. Сема, почему ты остановился? Сарочка, я уже таки нашел пульт от телевизора. Софа звонит свекрови. Алло, Роза Марковна, Моня уже 10 дней не приходит домой. Ой, смотрите все, кого я слышу. Софа, а что ты звонишь только сейчас? У Монечки сегодня зарплата? Нет, ну а где ему еще быть? Я уверена, что больше недели ни одна женщина его не выдержит. Когда Семен Блумберг прислал своей жене Розе СМС «Спокойной ночи, Роза», в ответ пришло: «А шо таким тоном?» Семья обедает. Софа говорит мужу: Моня, ты слишком плохо ешь. Глядя на тебя, можно подумать, что в стране голод. А глядя на тебя, Софочка, можно подумать, что голод по твоей вине. Роза Львовна стоит возле зеркала, прихорашивается. Заканчивая процедуры, поворачивается к мужу. Сема, ну как я тебе? Розочка, ты по-прежнему выглядишь на миллион. Хотя уже потертыми купюрами. Идет бракоразводный процесс. Судья обращается к желающей развестись Цилии Моисеевне. Что вы имеете сказать за причины развода? Муж мало зарабатывает, по дому не помогает, может, с детьми не занимается? Или, стесняюсь спросить, не удовлетворяет вас как женщину? Ой, что вы, ваша честь, все это и заделает. Но вы бы видели, с каким лицом. Сара обращается к мужу. Боренька, у нас завтра годовщина свадьбы. Может, зарежем курочку? Курочка-то в чем виновата? Если кого-то и резать, так это Мойшу. Он ведь нас познакомил. Брак – это союз мужчины и женщины, то есть двух человек, а не целой толпы народа. В виде тещи, которую надо слушать и любить, тестя, с которым обязательно надо выпить, брата жены, которому надо одолжить денег, и тети Зои из Бердычева, которая приехала на 3 дня, и ей обязательно нужно остановиться именно у нас. Пожилая пара смотрит лирическую мелодраму. На экране момент бракосочетания. Одинокая слеза выкатилась из глаз Розы Марковны и тихо стекла по щеке на подушку. Роза Марковна чуть слышно всхлипнула и, вытирая глаза концом ночнушки, спрашивает у мужа. «Боренька, скажи честно, что ты почувствовал, когда я одела тебе на палец обручальное кольцо?» Я почувствовал, как сдавило горло. Дорогие друзья, прошу вас, оставляйте ваши комментарии, делитесь этим видео с единомышленниками, сослуживцами, сотрудниками, другами и недругами, землянами и инопланетянами. Если у вас есть смешные анекдоты, незамедлительно присылайте их, и они появятся в следующих выпусках. Сердечно благодарю за поддержку. Доброго дня вам и превосходного настроения!